Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, реальные обзоры и тесты. И в этом видео оно такое очередное доказательство реальности наших обзоров и тестов, потому что я взял 3 кухонных девайса Redmond, таких, которые, реально, на мой взгляд, интересные и, надеюсь, крутые. Такой топ-3 кухонной техники Redmond у нас получается, но мы проверим, естественно, как все это работает. Если есть ружье, оно должно выстрелить, а если есть кухонная техника, то на ней нужно с ее помощью что-нибудь приготовить, и мы этим займемся. Я представлю сейчас участников. Это мультиварка, на самом деле не мультиварка, а целая мультикухня Redmond. Дальше смотрите, узнаете, почему именно мультикухня, и узнаете, что мы будем с ее помощью готовить. Это гриль, гриль с автопрограммами, с дополнительным противнем. Тоже мы его задействуем, тоже будем на нем готовить, и, естественно, я буду рассказывать главное об этих устройствах. И вот это прямо, на мой взгляд, такая главная звезда. Это устройство 5 в одном. С ее помощью, приоткрою завесу тайны, мы приготовим пасту, причем полностью приготовим пасту вот от теста до, собственно, готового результата, там, соусом и так далее. Это все мы будем делать с помощью вот этой кухонной машины, наверное, я назову ее так, 5 в одном. В общем, топ-3 кухонной техники Redmond, и не просто топ-3, мы вот так вот заявляем, что она крутая, мы еще и проверяем, как она работает, потому что это тостер, и у нас реальные обзоры и тесты. Поехали. Так, что касается мультиварки или мультикухни, как ребята из Redmond сами ее называют, то в ней мы будем готовить рисовую кашу. Я сейчас прям все положу туда внутрь, чтобы уже начать. И по ходу, пока все это будет готовиться, не только, кстати, кашу, мы еще кое-что приготовим чуть позже, я вам расскажу самое главное об этой мультиварке, мультикухне, об этом универсальном кухонном девайсе, в общем, что он умеет и как. А пока, смотрите, мы готовим молочную рисовую кашу, и мы, собственно, будем использовать для этого одну из автоматических программ. Здесь несколько этих программ. И, как такой в любой мультиварке классической, довольно много их, автоматические, полуавтоматические, где, возможно, там требуется некоторое участие владельца в процессе приготовления. В общем, все по классике. Мы используем программу «Молочная каша» и будем включать эту программу. Собственно, можно ее включить по классике с панели управления, здесь все довольно удобно. Кстати, посмотрите на эту мультиварку, она же довольно симпатичная. Я на сайте у ребят из Redmond вычитал такой перл прекрасный. Они пишут, что дизайн, он напоминает спортивный автомобиль. Если, чувак, у тебя нет возможности купить спортивный автомобиль, то ты можешь купить себе мультиварку. И готовить вкусную и здоровую пищу после спортзала, пришел, поел. Так, ладно, возвращаемся к нашей программе «Молочная каша». Можно с панели управления ее запустить, а можно через мобильное приложение, здесь же тоже оно есть удаленное управление. И удаленно, находясь, в принципе, где угодно, практически в квартире, например, потому что сейчас у меня через Bluetooth все это работает, но есть вариант, когда можно и совсем удаленно управлять, хоть из Парижа, хоть из Воронежа вы можете молочную кашу сварить. Так вот, запускаем программу удаленно, сделаю все модно. Выбираем молочную кашу, здесь стоит время 20 минут, я думаю, что нам хватит для того, чтобы сварить рисовую кашу. Но вообще, в принципе, время можно поменять здесь, если есть необходимость, пожалуйста, меняем. Нет, оставляем 20 и запускаем. Собственно, процесс пошел. Время идет, кашка рисовая готовится, а мы изучаем эту мультикухню Redmond. Давайте так, по порядочку. Чаша, в которой сейчас рис с молочком, она с антипригарным покрытием. Ее объем 5 литров, но это максимум. Все производители указывают некий максимум. На самом деле, конечно, там поменьше в итоге помещается, чтобы ничего не переливалось, все было нормально. Ручки есть у чаши, это очень важно, и это очень круто и правильно. Потому что бывают мультиварки без ручек, гораздо менее удобно. И горячее может быть, и вообще неудобно. Здесь ручки есть, все окей.
Дальше. Давайте пока вот по дополнительным девайсам я пройдусь, вот по дополнительным, по тому, что есть в комплекте поставки. Вот эта история, ну как с трех раз догадаетесь для чего. Ладно, открою страшную тайну. Это фритюрница, да, вы можете там картошечку фри, да, вот это все делать с помощью вот этой корзинки. Ну, норм, отлично. Дальше. Есть, это вот противовес, да, вот это вот для картошки фри, а это для приготовления на пару, да, это вот для ЗОЖ, это не совсем для ЗОЖ. Приготовление на пару тоже вот в комплект входит эта вот корзинка, можно разные продукты на пару готовить. Здесь даже есть специальный режим пар. Да, вот программа пар, автопрограмма пар можно запускать, и, в общем, все будет максимально оптимизировано для того, чтобы вы получили вкусное что-нибудь. Дальше. Специально сейчас обхожу еще стороной сковородочку, к ней чуть позже. Есть в комплекте большая книга рецептов. Да, прям большая-большая, здесь 200 рецептов, прям на любой вкус, пожалуйста. Вот кому удобно, кому такой формат удобен, вполне все ярко, красиво, проиллюстрировано, так что окей. Ну и, конечно, вы можете вот также рецепты использовать, которые есть в мобильном приложении. Да, здесь прям отдельный раздел есть под это все дело, и здесь смысл в том, что вы вот выбираете рецепт, и все настройки этого рецепта вы отправляете уже со смартфона на мультиварку, да. То есть, в принципе, вы просто нажимаете на старт, и все, вам ничего делать не нужно, у вас уже вот все настройки там для вашей курочки, они в мультиварке, она ее правильно приготовит. Кроме того, здесь даже есть список покупок, да, то есть вы идете в магазин, что-то думаете, а что такого приготовить, да. Раз, зашли, посмотрели рецепты, есть список того, что нужно купить, купили, пришли, все приготовили. Ну, это удобно, это такая вот как экосистема. Ребята из Redmond сделали экосистему, чтобы нам с вами было удобно. Ну, ничего плохого в этом нет, наоборот, хорошо, здорово, молодцы. Так, дальше. Вот что касается программ, давайте еще про программы. Я уже так немного про них говорил. Их достаточное количество. Здесь есть все необходимое, что, в общем, нужно обычному юзеру, даже больше, чем все необходимое. Программы автоматические, полуавтоматические, супы, томление, фритюр, просто варка, там рис, крупы и так далее. В общем, все, что нужно. Если я что-то забыл про эту мультиварку, там про программы, то в подписи к видео есть ссылочка на всю технику Redmond, которая участвует в этом видео, и там можно пройти, посмотреть какие-то подробности, которые вас интересуют. Ну и, наконец, вот эта сковородка. Вот эта сковородка, она тоже есть в комплекте поставки, но об этой сковородке я вам расскажу после того, как мы поймем, что у нас с рисовой кашей. Рисовая каша. Давайте посмотрим, что с ней и как. Ну, слушайте, вот для меня главный ужас – это когда рисовая каша пригорает. Здесь этого ужаса не произошло. Yes, ребята, я скажу честно, вот я люблю такую не очень густую кашу, потому что кто-то, наверное, любит погуще. Вот я специально делаю, чтобы она была такой молочный суп рисовый скорее, да. Вот. И вот то, как я хотел, так и получилось. Меня все полностью устраивает. Но, как мне кажется, мы можем констатировать, что с рисовой кашей на завтрак, например, эта мультиварка Redmond справилась. Дальше двигаемся и продолжаем тестировать мультикухню Redmond, мультиварку, мультикухню Redmond. Будем готовить блюдо под названием шакшука. И перед тем, как мы начнем, я еще хочу вспомнить, вернуться немного к нашей рисовой каше. Очень круто, что здесь есть режим подогрева. Да, то есть вы, например, проснулись, у вас каша приготовилась, а кто-то там позже проснулся, да, вы оставили кашу, она у вас горячая, и человек, который позже проснулся, вот он позавтракал тоже горячей кашей. При этом этот режим подогрева, его можно отключить, если не нужно, да, не для всех же блюд такое нужно, в том числе через мобильное приложение, через смартфон тоже подогрев вот после приготовления можно отключить. Шакшука, друзья мои, и вот та самая сковородка, то, о чем я говорил, такую интригу оставил, потому что шакшука — это ведь блюдо, которое, ну, собственно, логично готовить на сковородке. И что мы делаем? Смотрите, практически такой цирковой номер. Мы берем и поднимаем нагревательный элемент. Это запатентованная история. Ребята из Redmond запатентовали ее. Это подъемный нагревательный элемент. То есть у вас мультиварка, она превращается в такую своего рода конфорку, да, на которой вы можете
готовить все, что угодно, использовать ее и для сковороды в том числе. Сковорода в комплекте поставки, кстати, идет, да, у нее съемная ручка, что означает, что ее достаточно удобно мыть в посудомоечной машине. Ну и плюс антипригарное покрытие. Итак, шакшука, вот эти крутые ингредиенты, клевые, аппетитные уже сейчас. Собственно, мы выбрали вот программу жарко, выбрали жарко овощей, ну потому что овощная основа все-таки здесь, да, вот ингредиенты овощи в том числе. И здесь автоматически, значит, температура выставилась 170 градусов. Пока 16 минут мы оставили базовые настройки, но по ходу посмотрим, может быть, где-то увеличим, уменьшим, там как пойдет. Ох, ребята, это очень аппетитно выглядит. Это моя первая шакшука в жизни, кстати. Первая шакшука в жизни вот с помощью мультикухни Redmond. Ну так, совпало. И сейчас я буду вот делать, наверное, самое главное в шакшуке. Это вот яйца туда. Попытаться вбить. Ну и второе. Слушайте, шикарно. Я теперь буду так дома готовить. Мне прям очень нравится, как все это выглядит. И даже яйца у меня не растеклись, желтки. Такое бывает нечасто. И много еще пикантности, соли. Ну, ждем, что получится шакшука в мультикухне Redmond. И вот знаете, еще момент интересный. Вот чтобы не пригорело все это, да, я такой не очень опытный кулинар, и подстраховаться решил. Здесь можно вот внутри программы уже заходите вот сюда вот в Master Chef Lite, и внутри программы вы можете менять настройки, время и температуру. Я вот уменьшу немного температуру, но сделаю, например, 145 градусов. Да? Да, температура поменялась, и дальше уже меньше у меня опасений в том, что что-то пригорит. Ну что я вам могу сказать? Слушайте, для меня это прям такое откровение кулинарное. Я реально теперь буду это все делать дома, выйду шакшуку. Захотелось в Тель-Авив, да, захотелось очень, и потому что вот такая красота у нас получилась. Да? Ну, если в Тель-Авив не получается, то вот можно использовать мультиварку, мультикухню Redmond и как-то хотя бы кулинарно почувствовать себя, ну, по большому счету, в любой стране мира. У нас вот израильское, такое еврейское блюдо шакшука. Ну, я напомню, что вот такие кулинарные эксперименты, они возможны благодаря вот этой запатентованной функции, запатентованной возможности опускать или поднимать нагревательный элемент. Да? Вот вы это делаете, и у вас, собственно, подняли, убрали чашу и поставили сковороду, и вот вы используете мультиварку уже не как мультиварку, а как, собственно, своего рода такую комфорку, и готовите на ней все, что угодно. Это очень круто и очень удобно. А теперь у нас гриль Redmond Steak Master. Ну, раз он Steak Master, то, собственно, мы будем готовить стейк с его помощью. Здесь есть несколько автоматических программ, и в том числе автоматическая программа для гриля. Но я расскажу вот по ходу, как пока будет стейк готовиться, расскажу самое главное об этом гриле. Я сейчас уже запустил вот эту автоматическую программу для стейка. Сейчас происходит этап разогрева, да, предварительного нагрева, потому что мясо нужно класть, как вы понимаете, уже на разогретый гриль. Разогретый гриль. Потом будет звуковой сигнал, и тогда я смогу положить уже кусок мяса, и дальше гриль будет сигнализировать, когда он будет достигать той или иной степени прожарки. То есть какая прожарка вам нужна, такую вы должны получить. Посмотрим, как все это будет. Ну все, уже start to cooking, да, то есть гриль сигнализировал о том, что можно начинать приготовление. Алгоритм дальше такой. Вот сначала обязательно он должен быть закрыт, да, чтобы разогреться, чтобы вы выбрали программу. Дальше вы открываете гриль, кладете мясо и закрываете гриль. Это обязательно, потому что гриль должен определить у вас толщину куска, да, то есть без нажима, просто аккуратно закрываете. Гриль определяет толщину куска, и дальше уже, в общем, понимает, сколько готовить и когда какая степень прожарки, исходя из этого времени, достигнута. Да, и вот сейчас мы ждем. Ну, смотрите, давайте сделаем любимую большинством, наверное, вот прожарку medium, да.
подождем, пока гриль до нее доготовит стейк. И потом проверим, как он справился. Я пока рассказываю о гриле. Здесь есть автоматические программы, как я уже сказал, для рыбы, для вот стейков, мяса, для бургерных котлет. Да, то есть гриль вы, собственно, в авторежиме можете готовить разные блюда и продукты, особо не заморачиваясь. Есть мануал режим, ну, ручной режим, то есть полностью ручные настройки. Это температура приготовления и время приготовления. Здесь, собственно, все максимально просто, да. Здесь съемные вот эти панели, они с антипригарным покрытием и съемные, они легко снимаются. К тому же вот TEN, нагревательный элемент, он встроен в эти панели, поэтому, ну, собственно, это хорошо, потому что тепло более равномерно распределяется и быстрее происходит нагрев. Эти панели, их можно мыть в посудомоечной машине. Кстати, что важно и правильно, но я бы на самом деле все-таки аккуратно вручную мыл, потому что, ну, там покрытие, с ним нужно осторожно, антипригарное. Дальше, этот гриль можно раскладывать на 180 градусов, такую барбекю-площадку, барбекю-зону сделать. Это все тоже есть. Еще отмечу, ну да, конечно, есть поддон для жира, да, и посмотрите вот на него, здесь он правильно сделан, здесь есть такой небольшой наклон вот назад получается, да, в данном случае, чтобы жир стекал, чтобы он не собирался и продукт как бы не жарился вот в этом жире. Это, ну, еще служит тому, чтобы более здоровая пища получалась. Слышите сигнал звуковой? Это у нас достигнута первая степень прожарки, да, RR. Но мы ждем другую, ждем медиум все-таки. И сейчас как раз уже этап достижения этой степени прожарки. В принципе, пока все это происходило, я вам главное, наверное, об этом гриле рассказал. Ссылка на него, как и на всю другую технику из этого видео, в подписи, внизу в подписи. Так что какие-то моменты там, если я не досказал, то всегда можно посмотреть. В принципе, что еще? Удобно действительно с ним, потому что он небольших размеров, да, он поместится даже на какой-то не очень большой кухне. Но вот скажу вам, открою вам страшную тайну, стейк — это не единственное, что мы будем с его помощью готовить. Мы еще кое-что сделаем и потом, после стейка. Сначала давайте все-таки дождемся. А вот, кстати, мы и дождались. Степень прожарки медиум достигнута. Открываем. Смотрим на само мясо поначалу, да, мясо выглядит очень хорошо, то есть вот оно, вот эти вот полосочки, да, это все очень аппетитно получилось, то есть мясо, стейк выглядит клево и не стыдно за него. Слушайте, ну правда, очень красивый кусок мяса, очень красивый стейк, да, вот со всех сторон он такой красивый получился. Ну и сейчас узнаем, насколько он действительно медиум. Смотрим, что у нас со стейком. Мы дали ему отдохнуть немного, несколько минут, ну, как полагается. Нож, конечно, мне дали очень стейковый. Ну, смотрите, у нас получилось чуть-чуть слегка розоватое внутри. Может быть, чуть-чуть мы его передержали, может быть, переотдыхал он у нас, да. Но, в принципе, есть немножко такое. Нельзя сказать, что все мясо серого цвета. Немножко такая розоватость легкая есть внутри. Но я бы, наверное, хотел, чтобы чуть больше ее было, но ничего страшного. Нормально. В целом мясо не испорчено. И, в общем, автопрограмма, которая готовит стейк, здесь работает вполне себе окей. А гарнир-то к стейку, про него же тоже нельзя забывать, и мы не забыли. Здесь в комплекте поставки, что важно, есть вот такой противень, небольшой, но глубокий. И можно использовать этот гриль, ну, как такую печь, получается, да, мини-печь или печь-духовку своего рода. Вот так это делается, ставится, собственно, сюда противень, накрывается, можно фольгой там как-то накрыть, если хотите, да, но мы вот решили так, чтобы быстрее подрумянилось, и в ручном режиме, вот здесь нет, например, программы для овощей, я не нашел ее, что, кстати, на мой взгляд, некоторый минус, но есть ручной режим и есть, ну, как бы любые настройки. Я выбрал вот 180 градусов и 20 минут, и запускаем программу. Ну, сначала идет разогрев предварительный. В принципе, мы можем пока даже вот вынуть овощи и дождаться, когда нам гриль просигнализирует, что можно начинать готовить. Ну, правильно, духовка же тоже, она должна быть сначала разогреться, а потом уже в нее ставятся продукты. Так что ждем, но это удобно, да, вот когда все этапы, они так иллюстрируются на дисплее. Вот, просигнализировал гриль, что он готов работать в качестве духовки. Ну и вот так мы делаем, и дальше ждем, что будет происходить и что случится с нашими овощами.
Давайте уже смотреть, что у нас с овощами. Вот насколько я понимаю, они у нас получились вот такие, как я люблю, да, такие, они томленно припущенные или припущенно томленые, да, получились. То есть я вот не увидел здесь какой-то супер корочки, ну, мы, собственно, не добавляли ничего для того, чтобы была супер корочка, там сметанки, какой-нибудь майонеза и так далее, слава богу, без майонеза. Вот. Но овощи сами готовы, да, они мягкие. То есть степень готовности окей. Вот просто если вы хотите корочку, то, я не знаю, можно, наверное, добавить что-то, что вот дает эту корочку. Может быть, температуру побольше сделать, да, потому что мы там сделали температуру 180, а здесь можно и побольше было сделать температуру. Но в целом, вот этот режим духовки, да, режим мини-печи, мы его протестировали, и он со своей задачей справился. То есть овощи готовы. Я, например, вот если со стейком, да, вспомнить, вот такие овощи очень даже люблю. Так что в этом смысле грилю тоже зачет. Ну, вот с мультиваркой, с грилем у нас здорово получилось. Да, вы видели, здорово, вкусно и несложно, что самое главное. Ну, один из главных моментов. А дальше вот этот девайс 5 в одном. Я его так разрекламировал, но не рассказал, что же это за 5 функций в одном устройстве. Рассказываю, исправляюсь. Это и миксер, и блендер, и овощерезка, и мясорубка, и еще паста-мейкер. И практически все вот эти его функции мы проверим в нашем тесте. Будем готовить пасту с соусом болоньезе. И вот сейчас начинаем с того, что готовим тесто для этой пасты. Ну а по ходу, пока все это будет готовиться, я постараюсь как-то главные вещи про этот девайс рассказать. Да, в принципе, вы сами все увидите. Так, сейчас немножко вот с вот этой насадкой мы размешаем муку с солью и добавим яиц. Ну вот я такой невеликий кулинар, но благодаря нашим обзорам и тестам могу экспериментировать. Дальше поменяем сейчас насадку, будем использовать крюк для теста, такой классический, да, ну потому что тесто для пасты, оно такое непростое, да, но крутое. Вот, кстати, заодно проверим. Ну, на самом деле, несложно, да, все вот быстро реально меняется, легко. И дальше на троечке можно работать и ждем, пока у нас, что у нас будет с тестом и какое оно у нас получится. Дальше будем готовить из него пасту и все дополнительные ингредиенты для нашего блюда. Но мне кажется, мы можем смотреть уже, что у нас получилось. Так, в контексте приготовления теста. Так, открываем и вынимаем. Слушайте, ну, не знаю, я же говорю, что я не кулинар. Лен, как тебе, норм? Да, мне кажется, отлично упругое тесто получилось. Супер. Ну вот если наш кулинарный консультант говорит, что норм, значит, я ему верю. И мы отправляем в холодильник это тесто, и потом вернемся к нему уже на этапе приготовления пасты, а дальше у нас фарш. Фарш у нас будет смешанный, здесь и говядина, и свинина. Ну, посмотрим, как справиться с разным мясом. Ну, говядина такая у нас достаточно хорошего качества, так что не думаю, что здесь будут проблемы. Но посмотрим. Посмотрим, как оно все работает. Мне, кстати, было вот легко очень надевать вот эту насадку, мясорубку. Бывает иногда сложности с этим, особенно у людей таких криворуких, как я, а нас таких много, но вот здесь сложностей не было. Ну, видите, да, с говядиной все окей, прям быстро все получается. Здесь два перфорированных диска в комплекте поставки. Вот такой вот поменьше диаметр отверстий и есть еще вот такой, где отверстие побольше. Ну, так легко все идет. В принципе, даже толкателем-то особо можно не пользоваться. Отлично получилось со свининой. Вернее, со свининой мы сейчас проверим. С говядиной отлично получилось. Свинина немножко посложнее. Ну, посмотрим. Не, никаких сложностей на самом деле. Легко так справляется с разным мясом. Ну, понятно, что мясо может быть похуже, получше. Там где-то может быть подольше. Процесс больше времени займет. Но в целом, как видите, режим мясорубки, функция мясорубки работает вполне норм.
Дальше тестируем функцию овощерезки. Да, здесь все это предусмотрено. Вот 3 таких насадки, да, помельче терка, покрупнее и такие слайсы, да, вот нарезать. Мы берем такую помельче терку. Ну вот опять же здесь все удобно устанавливается. Включаем устройство. Здесь, как видите, вот по скоростям, по-моему, 8 их, да. Ну понятно, что разные продукты, они требуют разного скоростного режима, разной скорости обработки. Там, когда потверже продукты, можно побольше скорость сделать. И есть еще импульсный режим, да, это когда вы за какое-то небольшое такое действие вам нужно произвести, и вы вот так вот держите, отпускаете, и устройство выключается. Так, ну у нас морковка, поехали. Посмотрим, как он справится. Ну, то есть так получается немного высоковато, да, вот сама овощерезка, поэтому лучше держать миску, посуду, куда натертая будет попадать, вот здесь, под ней. Но работает нормально, справляется. Но есть одно маленькое но. Вот это все белого цвета, да, вот сама овощерезка, и поэтому может краситься от разных продуктов. Так, ну продолжим. Я вот вам обещал, что по ходу видео я буду рассказывать об этом, в том числе устройстве, да, а получается, что я не особо рассказываю, мы просто все показываем, проверяем его возможности, практически каждую функцию. Ну, давайте я еще скажу, что здесь есть кулинарная книга, да, в комплекте, 140 рецептов именно вот под эту кухонную машину. И есть еще мобильное приложение «Готовим с Redmond». Там тоже можно выбрать рецепты для этой кухонной машины. Но у нас дальше соус для пасты болоньезе, для спагетти болоньезе, томаты и вот все остальное, все остальные ингредиенты. Я так по-простому. Как видите, здесь есть еще режим функция блендера, такого стационарного. Стеклянный вот этот кувшин, 1,5 литра. Вот тоже достаточно просто он устанавливается. Плюс здесь есть фиксация, да, которая не позволит ему включиться, если там что-то неправильно установлено. Так, все сразу, я думаю, мы поместим в этот кувшин, ну и посмотрим, как он справится с такой нагрузкой. Здесь есть отверстие, можно добавлять ингредиенты вот по ходу приготовления, но нам, пожалуй, это не нужно. Поэтому мы его закроем. Это, кстати, еще и мерный стаканчик такой небольшой. Вау, я только что сейчас заметил это. Ну и окей, включаем. Легко. Реально все легко и здорово. На максимальной скорости, чтобы там все порубилось по полной. Ну реально, буквально пару минут нужно, чтобы вот это все, эта вся красота, волшебство получилось. Запах уже стоит прям нереальный на самом деле. И посмотрим сейчас, что у нас получилось. Просто вот, чтобы было видно, что все вполне однородно, да, все вот реально переработано, перемешано, взбито, если хотите, да. Самое то для соуса. Так, дальше будем готовить пасту с помощью функции Pasta Maker и вот этих вот насадок специальных для пасты. Тесто мы тоже, напомню, приготовили в этой кухонной машине с ее помощью, оно у нас было в холодильнике. Ну и теперь попробуем приготовить непосредственно спагетти для спагетти болоньезе. Здесь, конечно, немножко другая технология, вот в отличие от такого традиционного приготовления пасты и традиционных таких паста-машин, скажем так, да. Здесь вот именно формат такой мясорубки у нас получается. Ну, что могу сказать? Не такое уж простое это дело приготовить пасту. Тут, конечно, много зависит от теста. Ага, смотрите. Ну, поначалу какие-то трудности были, а сейчас пошло. Пошло. Нужно иногда обрезать здесь. Ура, работает.
Надо еще научиться обрезать правильно, чтобы не портить пасту. Вот, научился срезать. Мне из-за кадра подсказывали просто, как делать. Ну и такие маленькие макарошки у нас остались здесь. Но в итоге-то все получилось. Я боялся, что будет не очень, а получилось. Получилось у нас, получились спагетти, да, и сейчас мукой немножко присыпем, чтобы не слипалось ничего. И я все-таки так вошел во вкус и хочу еще попробовать сделать фетучини. Поначалу как-то было тревожно, а теперь вроде заработало все. Нормально, получается. Главное, вот сначала не отступить, потому что сначала кажется, что ну как-то с трудом все идет. Нет, работает. Фетучини тоже можно делать. И неплохо, между прочим, можно делать. Ну и что я могу сказать об этой кухонной машине Redmond? Слушайте, ну реально крутая штука. Я, честно говоря, как-то с недоверием всегда отношусь к таким приборам, там 6 в одном, 5 в одном, 10 в одном. Мне кажется, что некоторые функции иногда добавляют просто, ну так, для красного словца, чтобы вот написать это 10 в одном. Но здесь, вы видели, мы проверили все основные функции заявленные, да, я напомню, это и миксер, и овощерезка, и мясорубка, и блендер, и еще пастамейкер. И все работает, все нормально. Я еще отмечу, что, ну вот вы, наверное, видели, да, кто посмотрел все хорошо, что не было истории, когда там дрожал, он как-то перемещался во время работы, да, вот неустойчивым был. Нет, здесь присоски такие хорошие очень внизу, и все было зафиксировано нормально. А вообще с этим бывает проблема у такой техники. Вот посмотрите наше видео, у нас есть битва планетарных миксеров, ссылку еще тоже в подписи к видео оставим внизу. И там у некоторых приборов были с этим проблемы. А еще он красивый. Это вот как прибор, как девайс, он реально такой симпатичный. Это все металл, на самом деле, да. И такой брутальный норм на кухню, по-моему, очень хорошо как-то вписывается, ну, на мой взгляд. Так что вот, и пасту мы тоже приготовили. Это была моя такая немножко опасение мое главное, но нет, все опять же работает. Не забудьте ее подсушить, конечно, перед тем, как варить. И дальше все будет здорово и вкусно. Надеюсь, у нас очень вкусно, аромат просто потрясающий. Ну что, финализируем. Как я люблю говорить, вы все видели сами. Попробую вот коротко, не всегда у меня это получается, но попробую сформулировать свое мнение. А самое главное, что я вынес из нашего теста, это то, что у меня не возникло ни одной проблемы, ни одной сложности с этой техникой. Все понятно, все удобно и все работает. Вот это главное. У нас получилось и с мультиваркой приготовить кашу и шакшуку, и с грилем все получилось, да, вы сами видели, мясо не было испорчено. И получилось здесь с этой машиной 5 в одном. Паста, ну, по-моему, получилось просто супер. Так что, мое мнение, норм, реально топ-3 кухонных устройств, кухонной техники Redmond. Такое видео у нас получилось. И эти устройства, они, ну, подтвердили то, что они не зря попали в наш топ, и то, что они реально крутые. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, лайк, шер и до новых обзоров и тестов. Пока!